Всем привет! Вы на канале Андрея Панюшкина, журналиста в Испании. Хочу вам дать совет. Объединяйтесь в организации хотя бы по принципу вашего территориального места жительства. У вас есть два варианта. Первый вариант. Если вы живете в частном доме, то на вашей территории может или должно быть создана территориальная организация самоуправления, то есть ТОС. В горячем ключе Краснодарского края такие ТОСы созданы. Как правило, руководителями этих ТОСов являются подконтрольные администрации пенсионеры, которые за небольшую прибавку, где-то там 1100 рублей в месяц к своей пенсии, по сути, создают видимость массовки. Они не особо, когда жалуются на бездействие администрации и эксплуатирующих организаций, делают то, что администрация им скажет. Очень сильно помогает, кстати говоря, во время выборов, сообщая администрации, кто живет, кто не живет, из тех, кто может проголосовать. И администрации, и участковым комиссиям я вам настоятельно рекомендую входить в члены правления ТОСов, становиться председателем ТОСа и от лица ваших жителей добиваться того, чтобы администрация была вам подотчетной, делала то, что нужно вам. Потому что когда встанет вопрос, допустим, какой-то там критической инфраструктуры, то вот эта бабушка, которая за Магарыч, за шоколадку выдает справки о том, кто живет, кто не живет в каких-то домах. Они очень держатся за свою эту позицию приближенных к власти, которых могут пригласить на какие-нибудь там бесплатные мероприятия, чайку попить. То есть это власти очень удобная вот эта вот тусовка бабушек, которые создают видимость общественности. На всякие общественные слушания их приглашают. Типа, ну вот, там же были председатели, как мне писали в ответах, когда я пытался поучаствовать в градостроительной комиссии, мне писали, а вы нам не нужны здесь, потому что у нас есть председатели ТОСов, а они вот и представляют общественность. Хотите участвовать в чем-то, идите вот остановитесь членом ТОСа и влияйте на там низовом уровне. То есть территориальная организация самоуправления это вот самый нижний уровень, и вам этот уровень нужно контролировать, потому что от вашего лица осуществляют действия, которые выгодны администрации. ТОСы в большинстве своем подконтрольны. В многоквартирных домах, да, кстати, сейчас самое время подписаться на меня, написать мне комментарий обязательно о своем случае, как вы боролись за свои права, или когда, например, вас администрация отшвырнула отписками, забросала. Напишите мне комментарий, поставьте мне лайк или дизлайк, если вам вдруг не понравилось. И очень вас прошу, подпишитесь на меня на Бусти, на Патреоне. Может быть, отправить мне разовый донат на Баймия Кофе. Можете стать за 2 евро подписчиком моим на YouTube. На Бусти вы можете задонатить мне из России совершенно спокойно и прочитать эксклюзивные, нигде не публиковавшиеся до этого мои расследования. Так что очень рекомендую вам перейти на Бусти, на Patreon или на Buy Me Coffee. Я недавно узнал о том, что Buy Me Coffee не открывается из России, поэтому рекомендую использовать вам VPN. Так вот, в жилых домах, в многоквартирных домах аналогом такой вот организации самоуправления является ТСЖ, то есть товарищество собственников жилья. Если вы живете в доме и у вас нету ТСЖ, обязательно создайте его. Насколько помню, в ТСЖ голоса по площади распределяются, то есть у кого больше площади, тот и прав. Но самое главное, что ТСЖ может быть тем инструментом, который будет контролировать деятельность управляющей компании. Более того, ТСЖ может быть самой управляющей компанией. То есть, по большому счету, в идеальной ситуации, в идеальной, подчеркиваю, есть ваша квартира, у вас есть счетчики на газ, на воду, на тепло,
Очень хорошо, если есть счетчик. Есть счетчики на электричество. Вы платите непосредственно поставщикам за все услуги. То есть у вас нет никакого посредника, вы платите непосредственно поставщикам электричества, непосредственно поставщикам газа. Почему это важно? Потому что когда вы платите посреднику, допустим, управляющей компании за коммунальные услуги, вы по сути заложник хозяйственной деятельности этой управляющей компании. То есть если управляющая компания, например, залезла в долги по каким-то причинам, они ваши деньги, которые вы ему платили, могут направить на погашение своих других долгов, и до поставщика услуг, допустим, за тепло, деньги не дойдут. А потом и тепло будут отключать вам, а не управляющая компания, потому что за вас не заплатила управляющая компания. Поэтому платить за услуги коммунальные лучше непосредственно поставщикам. И вы имеете такое право. Нет необходимости использовать каких-то посредников. Следующее. У вас есть ТСЖ. ТСЖ создать сложно, так же как и ТОС, но можно. Я это делал дважды в своей жизни. И когда вы создаете ТСЖ, вы как коллективный орган, представляющий интересы собственников жилья, можете от лица всего дома задавать вопросы управляющей компании, задавать вопросы администрации города, задавать вопросы поставщикам коммунальных услуг. Если ТСЖ создадут без вашего участия, то голосующим количеством площади, то есть, допустим, у 5 человек больше 51% площадей в вашем доме. Вы живете в доме для олигархов. Вот, у какого-то узкого круга лиц больше 51% площади в вашем доме. И, соответственно, тогда ТСЖ, хотите вы не хотите, будет принимать вот этим голосующим количеством площадей решения, которые вам не выгодны. Поэтому вам выгодно объединяться в ТСЖ и отстаивать свои интересы перед управляющей компанией. Чтобы управляйка не могла сказать: это только вам не нравится, что вода идет грязная, это вам только не нравится, что мы как часто это делают управляющие компании, в доме, где нет ТСЖ, или где оно создано фиктивное, и не настоящее, и не работающее. Управляющие компании, ваше общедомовое имущество, подвал или чердак, если они большие, такие как жилые помещения, в моем доме, где я был председателем ТСЖ, управляющая компания в подвале, поскольку она работала на несколько домов, по какой-то причине именно в нашем подвале, они оккупировали часть подвала, размещали там свое оборудование совершенно бесплатно, которое им нужно для того, чтобы обслуживать соседние дома. И даже пыталась сдать в аренду часть этого же подвала другим людям, хотя это наше общедомовое имущество. К нему управляющая компания не имеет никакого отношения к тому, чтобы распоряжаться куском нашего дома, общим куском. Там у нас теплопункт. И туда ходят какие-то люди, которых мы не знаем, и за которых мы не можем нести ответственность. Управляйку мы выгоняли оттуда год. И говорили: ребята, если вы пользуетесь нашим подвалом, то давайте ключи будут у нас. Давайте мы будем контролировать, кто туда ходит, на каких основаниях, и вы нам должны платить. Мы платим налоги. Мы оплачиваем электричество за общедомовые расходы. И тут управляющая компания, как им удобно, в подвальчике в нашем накручивает нам общедомовой счетчик по электричеству. Она извлекает прибыль. Но нам они частью прибыли за использование нашего имущества не хотят поделиться. Может быть, мы кому-то весь подвал хотим сдать. А там сидит в каком-то таком угле управляющая компания. Они нам говорят: мы же ваши дома обслуживаем из этого вашего подвала. Отлично, да, наши дома. Но это ваша проблема, где вы будете содержать. Нужно для вашего осуществления вашей коммерческой хозяйственной деятельности имущество. Если вы хотите в нашем подвале складировать,
Берите его в аренду, платите нам деньги, хотя бы покрывайте расходы на налоги, потому что земля под домом тоже общедомовая. Это очень важно, кстати говоря, чтобы земля под домом была приватизирована на вас. Потому что частые случаи, когда земля под домом муниципальная, получается, дом стоит не на своей земле. Вы должны этот вопрос проконтролировать. Так вот, с управляющей компанией мы год бодали, чтобы заставить ее хотя бы по минимуму оплачивать расходы, которые мы несем в связи с этим подвалом, а им бесплатно пользуется управляющая компания. Им выгодно. Если нет ТСЖ, то управляющая компания будет на ваши претензии отдельного жильца отдельной квартиры, а что делает управляющая компания бесплатно в нашем подвале, управляйка будет говорить, а всем все устраивает, идите лесом. Так вот, если у вас есть ТСЖ, вы молодцы, вы приватизировали землю под вашим домом, у вас ТСЖ ваше из активных людей состоит, один из них вы. Вы там можете быть членом правления, ревизором, ну, в общем, любую должность, не обязательно председателя ТСЖ занимать, если нет времени. Но тогда ТСЖ контролирует, кто использует общедомовое имущество, допустим, захватывает вот эти вот уголки, где мусоропроводы раньше были, под кладовки, кто, допустим, складирует вещи на технических этажах без вашего разрешения, создавая проблемы, возможный доступ во время пожара или еще чего-то. И вот возникает вопрос, как вести себя с управляющей компанией. Даже если у вас нет ТСЖ, вы можете с управляющей компанией общаться, я вам рекомендую письменно только, никакие звонки никуда, ни к какому делу не пришьете. Общайтесь письменно, отправляйте по почте с уведомлением о вручении и описью вложения. Вот. К сожалению, управляющие компании в большинстве своем не имеют электронного документа оборота. То есть по электронной почте, если вы пишете, это как на деревню дедушки. Это может быть чуточку лучше, чем позвонить, но плохо. У вас должна быть бумажка. Помните советскую пословицу, без бумажки ты какашка, с бумажкой человек. Значит, с управляющей компанией нужно общаться исключительно на носителе, который вы можете проконтролировать. Самый лучший способ. 2 экземпляра, обращение в управляющую компанию. Приехали к ним в офис. 1 экземпляр передаете офис-менеджеру, говорите, хочу, чтобы вы поставили отметку о том, что вы этот экземпляр приняли сегодня, в такой-то день, в такой-то час. Она говорит, нет, мы не делаем такого, например. Мы такого не делаем. Хотите, оставляйте ваше заявление, если не хотите, не оставляйте. Это типичное поведение управляющей компании. Им чем меньше контролируемых обращений, на которые они обязаны отвечать, тем лучше. Тогда вы молча, без скандала, идете на ближайшую почту к этой управляющей компании и отправляете то же самое обращение по почте. 1 экземпляр остается у вас. Вы подходите к почтальону и говорите, я хочу вот это заявление отправить по почте. Вот опись вложения. На бланке заполняете опись вложения. Допустим, письмо в управляющую компанию «Рога и копыта» относительно того-то, того-то. То есть на бумажке опись вложения опишите, о чем там будет речь идти в этом письме, чтобы было понятно, что вы отправили не поздравление с 8 марта, а именно запрос юридический. И попросите почтальоншу на копии вот этого обращения поставить штемпель. Они могут это сделать. Иногда отказываются, но редко. Попросите почтальоншу бахнуть штемпель на вашем экземпляре. Когда у вас есть ваш экземпляр со штемпелем почты, что вы в этот день сдали письмо в отправку, и у вас есть опись вложения, и в описи вложения написано, что конкретно вы отправили, не просто письмо, а содержание, ну, краткое содержание этого письма или наименование этого письма, о чем оно, чтобы в описи вложения было понятно, что вы отправили. Вот эти 2 документа, плюс вы заполнили еще уведомление о вручении, все прекрасно тогда. То есть придет уведомление в управляющую компанию,
кто-то получит это уведомление, распишется, что получили, и у вас есть полное доказательство, что вы в письменном виде обратились в управляющую компанию. Это в том случае, если они откажутся у вас принимать заявление на бумаге и на вашем экземпляре ставить отметку о том, что они приняли. Кстати, отметка какая должна быть? Обязательно фамилия, имя, отчество, должность того человека, кто принял у вас это письмо. Ну, потому что вы должны понимать, имел право этот человек, он работает в этой компании или не работает. То есть, если просто подпись, это не подходящее. Должна быть подпись, расшифровка подписи, то есть фамилия, имя, отчество, и должность, допустим, офис-менеджер, главный бухгалтер, замдиректора, то есть что он должностное лицо, а не просто человек. Может быть, этот человек с улицы зашел или уже не работает там. Вот. Дата и время. Ну, как минимум дата. Время иногда ставят, иногда не ставят. Вы не можете им указывать, что вот ставьте время. Но дату они поставить обязаны, чтобы видно было, что вы сдали этот документ сегодня или в какой-то определенный день, а не за 10 дней до или после. Вот. Значит, с управляющей компанией вы общаетесь только письменно. Лучше всего вот так вот лично на бумаге. Если нет, то, ну, может быть по электронной почте. Но это плохой способ, потому что электронная почта, вы не докажете, что письмо к ним дошло, и что они его получили. Вот. В случае какого-то похода в суд это будет проблемно. То есть лучше лично или через почту. Вот. Если у вас возникла конфликтная ситуация с управляющей компанией, первое, что вы должны сделать, сделать запрос в управляющую компанию с просьбой пояснить, почему там то, сё, почему вода плохая, почему деньги не оплачены за коммунальные платежи. То есть вы заплатили управляющей компании, а управляющая компания деньги оставила у себя, не заплатила, допустим, энергоснабжающая организация. То есть первое, как только у вас возникают какие-то сложности во взаимодействии с управляющей компанией, первое, что вы должны сделать, это написать им запрос и передать его под подпись. Либо через почту, либо вот так вот лично. Это самое первое. Не ждите, не пишите по электронной почте, они вам не ответят. Сразу бегите к ним в офис. Чем быстрее вы их уведомите, тем лучше. Проходит 30 дней. Управляющая компания проигнорировала ваш запрос. На 31 день, ну ладно, на 32 день после отправления запроса, ну, вдруг они вам ответили в последний день, и почта еще не доставила ответа. Подождите для верности 32 дня и обращайтесь в Государственную жилищную инспекцию. В Государственной жилищной инспекции есть специалисты, которые управляющих компаний могут вздрючить. Они их контролируют. И пишите в жилинспекцию: я такой-то, такой-то, тогда-то, там, 32 дня назад или 33 дня назад, укажите дату, можете указать время, обратился в управляющую компанию потому-то, потому-то, мне ответ не поступил. Прошу вас разобраться, принять меры и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот таким образом надо поступать. Если вы сразу обратитесь в жилинспекцию, они перенаправят ваш запрос в управляйку. Ну и управляйка начнет им лапшу на уши вешать. Вам нужно уже дать возможность управляющей компании показать, что они бездействуют, то есть уже нарушили правила. И дальше пишите в Госжилинспекцию. Если жилинспекция не отвечает вам в течение 30 дней, это уже государственный орган, пишите заявление в прокуратуру, и вы в прокуратуру пишете заявление и на бездействие Горжилинспекции, и на бездействие управляющей компании. Одновременно с жалобой в Госжилинспекцию можете пожаловаться и в администрацию вашего муниципального образования. Ну, допустим, там в Центральный внутригородской округ Краснодара. Вот.
или, допустим, муниципалитет в администрацию горячего ключа. В администрации вашего муниципального образования есть специалисты, которые контролируют работу управляющих компаний. То есть можете запараллелить и в госжилинспекцию написать, и в администрацию. И когда через месяц вам никто не ответит или пришлют какую-то отписку, жалуйтесь в прокуратуру и на жилинспекцию, и на администрацию, и на управляющую компанию. Кстати, если вам в качестве ответа прислали отписку, не стесняйтесь, напишите в прокуратуру прямо все, что вы думаете, что вместо того, чтобы решить проблему, допустим, с незаконным захватом подвала общедомового под интересы управляющей компании, чтобы там хранить ведра, тряпки и метлы, если вам ответят отпиской, жалуйтесь в прокуратуру, что вам ответили отпиской. Вообще, я рекомендую в прокуратуру писать понятным языком, все как есть. Не надо вот эти извращения с канцеляритом, а просто пишите, что, без мата, естественно. Пишите, как вы это чувствуете, простым, понятным языком. В прокуратуре найдутся люди, кто разберутся в ситуации. Вот. Это единственный орган, который хоть как-то старается что-то делать в Российской Федерации, по моему мнению. То есть по крайней мере, они более эффективно могут заставить администрацию шевелиться и управляйку, чем вы. Поэтому напишите таким языком, чтобы сотруднику прокуратуры, который в день видит под десятки заявлений, было понятно, о чем идет речь. Понятным, простым языком. Вот. Ну, если уже прокуратура не ответит, пишите жалобу в Генеральную прокуратуру. И, наверное, можно попробовать подать досудебное уведомление в управляющую компанию, тем самым продемонстрировав ваше желание идти в суд. В суд, конечно, лучше, чтобы шел не вы как физическое лицо, а чтобы шел председатель ТСЖ как руководитель товарищества собственников жилья, или шел туда председатель ТОСа, то есть председатель территориальной организации самоуправления, коллективного органа. Когда в России всегда коллективные жалобы рассматриваются лучше, чем частные. И то же самое касательно судов. Если в суд обращается ТСЖ или ТОС, это лучше, чем туда обратился бы отдельно взятый человек. Понимаете? Вот почему вы должны сегодня начать участвовать в деятельности ТСЖ и ТОСа. Первое, с чего вы должны начать участвовать в деятельности, выяснить, какой ТСЖ или ТОС у вас есть. Если у вас есть ТСЖ, попросите копии документов. Как минимум, когда эта организация была создана, копии протоколов голосования. То есть установите, кто у вас в этом ТСЖ, председатель, кто состоит в правлении ТСЖ, кто ревизор этого ТСЖ. То есть выясните все о том ТСЖ, в котором вы участвуете, хотите вы этого или нет, живя в этом доме. ТСЖ же может быть не на несколько домов. Вот. Когда вы выяснили, что у вас за ТСЖ и кто там главный, вежливо запросите у ТСЖ, тоже письменно, естественно, второй экземпляр. Вообще все общения касательно недвижимости вы должны делать только в письменном виде. Все любые обращения, никакая электронная почта вам не помощник. Звонки — это вообще самое плохое. Звонок: сегодня позвонили, и все, и вас забыли. Трубку положили, вас забыли. Все запросы по недвижимости, что касается недвижимости, налогов и финансов, всегда должно быть в письменном виде. Так вот, узнайте, кто у вас ТСЖ, и попросите вежливо в письменном виде копии документов. Копия общего собрания собственников, копия принятых решений и так далее. Вас, скорее всего, пошлют, и это уже плохой звоночек. Это означает, что от вас что-то скрывают. А что делать в этом случае, я вам расскажу в следующем видео. Поэтому подписывайтесь на меня, ставьте лайк и пишите в комментарии, в какой ситуации с управляющей компанией проблемной вы побывали. Все, всем пока.